Всем большой привет, меня зовут Кася, и я выгляжу как городская сумасшедшая. Я моделирую вот это платье. На картинке оно выглядит, конечно, красиво, в жизни не очень. Но это такой набросок. Давайте немного подробнее остановимся на том, что я хочу получить от платья. Вот здесь вот будут такие выточки, которые будут переходить в лямку. Лямки будут, скорее всего, толще, потому что мне не очень нравится вот этот огромный голый прямоугольник. Центральная часть будет плавно переходить в юбку, и эта юбка будет заканчиваться где-то по бокам. Ну, сзади, соответственно, будет просто полосатая ткань. Мне прямо сейчас не нравится, что получилось слишком контрастно. Здесь топ, здесь юбка, какой-то резкий переход, поэтому я буду делать пояс. Если немного прикинуть, как будут выглядеть рукава, вполне себе неплохо. Ну что, давайте приступать? Да, я тут смотрю, выгляжу, конечно, получше, но не то чтобы сильно. Как вы видите, я решила не кроить сразу оригинальную ткань, а взяла образец подешевле. Что я могу сказать? В целом мне все нравится. Я немного переделала концепт платья. Я изначально же хотела сделать, чтобы оно было слитно. Но я решила, что с поясом выглядит это все как-то... Поэтому я решила, что сделаю вот здесь вот такие разрезы. Сзади спинка будет крепиться к юбке. Здесь она отвалилась, здесь была булавка. Но, в общем, спинка будет крепиться к юбке, и поэтому образуются вот такие вот разрезы прикольные. Еще из изменений я решила, что вот эта передняя часть, она будет плавно переходить в юбку. И давайте я вас спущу. Вот она переходит в юбку, и как бы вот здесь вот она продолжается. И заканчивается чуть выше колена. За счет того, что здесь я чуть-чуть прошью, но не до конца, будут образовываться вот такие разрезы, которые довольно элегантные, можно так сказать. По поводу рукава. С этой тканью, конечно, рукав выглядит уродливо, потому что вот эта мешковатая часть, она максимально не струящаяся и очень топорщится. Надеюсь, на полосатой ткани будет выглядеть лучше. И по манжете, господи, я вообще понятия не имею, как ее пришивать. Она же слишком узкая из-за того, что вторая часть манжета попадает под машинку, они как бы вместе сшиваются. Не знаю, поняли вы что-то или нет. У меня как-то идеи нету пока что, как ее пришить. Буду думать, возможно, вообще откажусь от этой идеи, сделаю вот такое обычное заужение и все. Ну, не знаю, мне так хотелось манжеты, потому что выглядит довольно прикольно. Как вы видите, я сама делала выкройку, она получилась какой-то слишком широкой. Я вообще не понимаю, почему. Учитывая, что я сделала все выточки, вообще не было никаких прибавок на свободу облегания, в итоге получилось что-то квадратное. Вот если бы я здесь сейчас не сколола, она выглядела как парашют какой-то. Концепт мне нравится, но я бы еще побольше вырез сделала, и все будет отлично. Сейчас я буду переносить изменения на выкройку, потом буду кроить оригинальную ткань, и покажу, что получится. Смотрю я на себя и думаю, вот что-то не так. Вот вроде как красиво, а вроде как что-то не так. Возможно, стоит пройму поглубже сделать или расширить рукав в этом месте. Я, наверное, сначала пришью юбку, потом уже буду смотреть, как выглядят рукава. И еще насчет рукавов я решила, что не буду я делать эту манжету, что-то как-то мне в голову не приходит, как ее сделать адекватно. Поэтому я либо оставлю расширение, либо придумаю что-нибудь еще, может быть, какую-нибудь завязку сделаю. Но если делать завязку, то, скорее всего, рукав надо будет делать еще шире. В целом выглядит нормально, наверное. Когда я смотрела на эскиз, у меня прям был восторг от того, что я придумала. Когда я смотрю уже на готовое изделие, как будто бы чего-то не хватает действительно. Так что будем экспериментировать. Сейчас я пойду шить юбку. Шел день 10, я сделала кофту. Да, кофту, не платье, потому что идея с платьем провалилась, и я все-таки, наверное, буду делать отдельно верх, отдельно низ. Кофта вполне в себе прикольная, да. Вот не знаю, что делать с вот этим рукавом. Хочется вставить манжет, но, блин, он же слишком узкий. У меня рука сантиметров 13. Ладно, наверное, не 13, я переборщила, но у меня супер тонкая рука. Как я вот ставлю этот манжет вот такую вот ширину? Мне кажется, никак. Поэтому я, наверное, просто делаю резинку и все. Кстати, сзади вставила молнию. Оказывается, если шить узкое изделие из ткани, которая не растягивается, ты в него не влезешь. Да, такое бывает. Я когда уже пришила молнию, у меня вылетела собачка, я, наверное, где-то час вставляла тупую молнию. Но в целом прикольно, не знаю, мне нравится. Выглядит довольно, не знаю, можно ли сказать, необычно. Я еще, кстати, подумала, что-то вот как-то не хватало мне чего-то, и я решила, что я сделаю рюшу. Точнее, рюши. Вообще это называется не рюши, а... Ну, я не знаю, что-то типа воланов, я не помню, как это называется. Короче, вот так вот, скорее всего, с двух сторон сделаю... Ну ладно, будем называть это рюшей. Сделаю рюшу. А насчет низа, не знаю, я пока что еще не определилась. Я уже раз 10, наверное, передумывала, что я в итоге хочу получить. Поэтому не буду пока что предполагать. Давайте посмотрим уже потом. Ну, даже не знаю. Рюши как будто бы выглядят довольно странно. Мне нравится, как они выглядят на рукавах. Да, на рукавах прикольно. А вот здесь вот
Словно суть топа, что он вот здесь вот идет под углом, теряется из-за того, что рюши закрывают эту часть. Я еще попробую рюши пришить вот к шву, чтобы они были вот здесь вот, и посмотреть, как это будет выглядеть. В крайнем случае просто обрежу их посюда, чтобы чисто на рукавах оставались, и все. Потому что на рукавах вот прям прикольно, словно такое крыло. Я еще когда сверху смотрю, у меня ощущение, что я какой-то граф. У них же раньше были вот эти блузки с большим количеством рюш, вот у меня сейчас такое же ощущение. Ну что, как вам? Мне кажется, вполне себе симпатично получилось. Я добавила здесь вот рюши, потому что мне все-таки захотелось разнообразить вот это вот черное полотно. И я почти сшила юбку. Я вот эту часть сделала как теннисную юбку, а здесь просто оставила полосатую ткань. Естественно, это все еще не готово, теннисная юбка плюс-минус сшита, а вот эта часть просто наколота на булавке, как вы видите. Я не могу решиться, что буду делать с вот этой средней частью, что я хочу сделать поверх, либо полосатую ткань, либо черную, может вообще пояс не делать, может быть сделать ремень. Ну, в общем, у меня миллиард мыслей, как всегда, не знаю, что будет лучше. Поэтому я хожу туда-сюда по квартире, смотрю в разные зеркала и думаю, вот это лучше, нет, вот это лучше. И каждые 5 минут меняю мнение. Да, я думаю, это видно по рукавам, учитывая, что я все еще не определилась, какие рукава я хочу сделать. С одной стороны, вот этот прикольный, а с другой стороны, вот этот. Но это слишком широкий, потому что если делать вот такой рукав, все-таки его надо делать поуже чуть-чуть. Ну да, то есть как будто бы ширина специально для этого рукава. Но этот рукав какой-то... Я не знаю, в общем, слишком много мыслей, я не знаю, как определиться. Я еще подумала, что, наверное, было бы актуально вставлять какие-то швейные моменты, как я шью юбку, может быть, вот здесь рюшки пришиваю, а не вещать видео на фоне ужасного оранжевого шкафа. Но у меня пока нет такой возможности, потому что у меня вокруг хаос из-за переезда, но уже как есть, потому что, блин, я подумала, что я же не буду сидеть целый месяц со словами «вот скоро я перееду, буду делать все», потому что у меня переезд где-то через месяц, но чтобы вы понимали, у меня вот этот месяц длится уже 6. Соответственно, каждый раз говорить себе «ой, да потом сделаю», ну, это не вариант. Поэтому я решила, что даже в не самых лучших условиях надо что-то делать, брать себя в руки и заставлять себя работать, шить, как-то оттачивать навыки. То время идет, а спустя 10 лет думать, блин, что я вообще делала 5 лет назад и почему я ничего не умею, как-то не самый лучший вариант. Так что вещаю на фоне уродливого шкафа. Кстати, насчет идей, я хотела изначально сделать вот эту черную часть вообще шортами, то есть сделать шорты, ну, условно, вот так вот, половину шорт. Но потом до меня дошло, что, а за что они будут крепиться? Они же просто будут висеть. Рюши так прикольно получились. Ну что, я дошила. Вы готовы это увидеть? Пам-пам-пам-пам. Я надеюсь, всем нравится. Мне нравится. Я даже не знаю, что еще здесь добавить. Все очень красиво. Меня еще очень вдохновляет, что это по факту мое 4-е изделие. Я сделала вот это. Ну, я не знаю, девочки. По-моему, это неплохо. Изначально я думала, что вот низ юбки будет выглядеть ну так себе из-за вот этой полосатой ткани, но вполне себе. На самом деле, если рассматривать отдельно юбку, отдельно топ, не знаю, почему я называю это топом, короче, отдельно юбку, отдельно верх, выглядит это, ну, не очень. То есть топ еще можно как-то носить без юбки, а юбку без топа нет, потому что вот эта вот ткань, она не смотрится ни с чем, кроме этого топа, потому что логично, рукавчики дополняют эту юбку. Так что, скорее всего, я буду все это носить как единый комплект. Первая ассоциация всех людей почему-то, что я похожа на скейтера, но какой скейтер, алло, в смысле, я просто в юбке и топе. Ну да, они немного странные, они немного разные, немного из разных тканей, ну и что? Я, между прочим, серьезный человек, сижу дома, шью вот такие вот костюмчики и радуюсь жизни. Так что никакой я не скейтер. Да, я все-таки решила сделать не манжет, а резинку, потому что что-то с манжетом заморачиваться, а так вот довольно красиво. И как бы здесь вот такие вот, я все еще не помню, как они называются, воланы, рюши, и что-то там третье есть. В общем, вот это третье отлично дополняет рукавчики, потому что, видите, рукавчики тоже вот такую вот складочку, и она дополняется по поводу юбки. Ну, юбка, честно, давайте я вас подниму. Так вот, юбка, честно говоря, ну не супер. Ну, типа, она прикольная, но огрехов в этой юбке море. То есть вы бы видели вообще, что происходит на изнанке всего изделия, а про юбку я вообще молчу. Ладно, знаете, это уже такие третьи вещи, которые никто никогда не увидит, кроме меня. Что мне не нравится? Во-первых, я взяла слишком мало ткани, из-за этого юбка получилась... Ну, я не знаю, видно нет, что здесь она как-то топорщится.
Но это тоже можно потерпеть. Я до конца не верила, что юбка будет смотреться хорошо из-за вот этой ткани, потому что она выглядит как... Ну, просто человек, вот с которым я живу, сказал мне, что... Чё, какая юбка? В смысле, делай плед из этого. Я думаю, какой плед? Ты чё, сумасшедший? По-моему, вполне себе на юбку неплохо будет. И вот в какой-то момент я реально начала сомневаться, что это будет хорошо смотреться. Но в целом нормально, наверное. Все-таки стоило сделать побольше отрез ткани, потому что вот, ну, из-за того, что попа больше, чем перед, как бы, ну, не знаю, она словно в обтяжку какую-то. Ну ладно, в целом все равно пойдет, мне нравится, все красиво, все хорошо. Если вы спросите, буду ли я в этом выходить на улицу, я скажу, наверное, да. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что я буду выходить. Короче, класс. Ждем лета, чтобы нормально можно было носить эту вещичку, радоваться жизни, ловить, скорее всего, странные взгляды окружающих, типа, ты что, вообще вырядилась во что? Ну, блин, ну нравится мне такое. Я не виновата, что мне нравятся необычные вещи. Да, я странная, бывает. Я еще, кстати, низ юбки сделала ролевым швом. Ну, не знаю, возможно, он распустится, потому что материал довольно сильно крошится. Но посмотрим, как это все будет носиться. Надеюсь, вам тоже понравилось данное изделие. Если нет, напишите в комментариях. Можно поставить лайк, если понравилось. И всем пока-пока.